Добрый день, дорогие друзья! Ассаламу алейкум всем! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию я хочу предложить знаменитый татарский трехслойный пирог. Всем рекомендую его приготовить. Итак, начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Нам понадобится 300 грамм чернослива. У меня сельский чернослив, я уже его промыла. Через дуршлаг откинула. Мелкий, очень вкусный, ароматный. Также курага 300 грамм. Тоже сельская. Берите такую, которая более оранжевая, более кисленькая. Вообще в начинку будет замечательно. Так, 2 лимончика у меня. Сейчас мы их тоже будем обрабатывать. И вот это все относится к лимону. 6 столовых ложек сахарного песка и 1 ложечка столовая муки. Можно заменить крахмалом 1 столовой ложкой. Все, начинаем готовить начинку. Отрезаем у лимона вот эти пипочки и освобождаем от косточек. А сейчас будем пропускать через мясорубку. Сначала лимон, потом курагу, потом чернослив. Сеточка мелкая. В лимоне очень много сока. Сейчас сахар добавим, 6 столовых ложечек. Сока будет еще больше, поэтому добавляем муку. 1 столовую ложечку. Либо крахмал, как я уже говорила. Смешиваем хорошенько. 1 начинка у нас готова. Итак, все 3 начинки у нас готовы. Чернослив, курага и лимон. Для теста нам понадобится мука высшего сорта, просеянная. Здесь у меня 700 грамм. Смотрите, по вашей муке она может отличаться. Плюс-минус. 200 грамм сливочного масла, 100 миллилитров или полстаканчика молока обычной комнатной температуры, ванильный сахар 3 грамма, 1/4 чайной ложечки соли и разрыхлителя 7 грамм. Итак, делаем углубление в муке, обволакиваем масло, оно должно быть прохладное, в муке и натираем на крупной терочке порционно. Все масло смешиваем с мукой, и вот так вот мы готовим быстрого приготовления слоеное тесто. Перетираем руками муку и масло в мелкую крупку. Итак, крошка готова наша. Откладываем где-то 2 столовые ложечки. Будем посыпать крошкой пирог. Делаем углубление и продолжаем замес теста. Добавляем разрыхлитель, соль, ванильный сахар, все, что у нас осталось из ингредиентов, и молоко. И замешиваем тесто, мягкое тесто. Итак, тесто мы накрываем пленочкой сейчас в контакт и даем ему отдохнуть минут 15. Тесто наше отдохнуло, оно готово, оно стало чуть мягче. И сейчас мы подпыляем и делим тесто наше на 4 части. 1 часть большую и 3 поменьше. Я подготовила форму. Форма 22 сантиметра в диаметре. И выстелила дно пергаментной бумагой. И сейчас мы начинаем с того шарика, который побольше. То есть это основание нашего пирога. Раскатываем. Я уже приблизительно знаю, какой у меня диаметр. Если вам сложно определить, какого диаметра нужно раскатывать, держите рядышком форму и все время примеряйте. Немножко нужно больше сделать, чем форма есть, потому что наш пирог будет с бортиками.
Итак, первый корж у нас готов. Вот так я его сложила, чтобы удобно было выкладывать в форму. Тесто как пластилин, оно очень удобное для работы. И вот смотрите, мы вот так поджимаем специально бортики и формируем, выкладываем. Таким образом, чтобы у нас бортики теста прилегали плотно к стенкам формы. И сейчас мы будем последовательно выкладывать нашу начинку. Первой будем выкладывать чернослив, вторая начинка будет курага. Все между каждой начинкой будем готовить корж. И третья начинка лимон и замыкающий слой. И все время бортики плотно поджимаем. Итак, у нас уже все готово. Осталось только вот такой последний кантик придать нашему пирогу. Я вот так пальчиками поджимаю. Духовка уже включена на 200 градусов. Выпекать будем при 180 градусах. Вверх-вниз включаем обязательно 1 час. Смотрите по вашей духовке. И я вот такой вот завершающий кантик для пирога вот такой специальной фигурной вилочкой. Вы тоже можете вилочкой, как вам удобно. Итак, готово. Сверху посыпаем посыпкой, которую мы откладывали, и отправляем выпекаться наш пирог. Итак, наш пирог готов. Мы даем ему остыть и потом будем нарезать. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Для вас не трудно, для нас очень приятно. Я вам буду очень признательна, если вы напишите в комментариях, как получается у вас. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать новые видео. Я вам желаю всего самого наилучшего, здоровья и до встречи на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.